Всем привет, друзья! В этом видео я вам хочу показать рассаду огурцов, которая начала падать. Мы ее осмотрим, я расскажу, что это за явление, от чего оно происходит и как это эффективно вылечить. Давайте приступим к осмотру. Короткая предыстория. Мы вышли дней 10 назад в рассадник, до этого всю рассаду выращивали в квартире. И вот наши огурчики. Мы их сеяли уже в рассаднике, сеяли в грунт Классман, то есть чистый грунт. Он, как правило, без всяческих возбудителей заболеваний. Смотрите, вот один огурчик упал, сегодня утром обнаружили. Вот второй огурчик. Это разные сорта, разные семена. Грунт чистый. Маленькая рассада, она подвержена воздействию черной ножки. Но вот у нас есть большие огурцы, которые, это взрослая уже рассада, которую мы выращиваем для последующего продолжения выращивания в ведрах. И смотрите, хорошие такие кустики, хорошо развитые. И вот вчера обнаружили, что один из них начал пропадать. За сутки он практически вообще засох уже. Перетяжка на стебле. Это черная ножка. Черная ножка, гниль. Грибковое заболевание, которое возникает по нескольким причинам. В квартире у нас этой проблемы абсолютно не было. Почему? Потому что в квартире мы поддерживали оптимальную температуру при выращивании рассады, то есть не ниже 18-19 градусов. 16 градусов у нас практически не было в комнате. В квартире мы поддерживали влажностный режим, то есть поливали по чуть-чуть, по чуть-чуть. Здесь в рассаднике ситуация поменялась. Вот последние дней 7 было мало солнца, повышенная влажность, хмурое небо. Мы практически не открывали рассадник на проветривание, потому что все-таки было холодно на улице. И для того, чтобы не понижалась тут еще больше температура, мы держали прикрытым рассадник. Соответственно, повысилась влажность. Вот мало солнца, повышенная влажность и плохая просыхаемость почвы, в которой растут наши растения. И еще низкая ночная температура. Вот наш ветродуйчик, которым мы осуществляем аварийное отопление нашего рассадника. Он включается в холодное время, когда температура в рассаднике понижается. Вот я тут настроил. Ниже 16 градусов он уже включится, если 16 градусов, и выключается он 17,5 градусов. То есть в ночное время с помощью вот этого терморегулятора мы поддерживаем ветродуйчиком температуру от 16 до 17,5. Почему я не поставил 19 градусов? Потому что вот такой маленький электрический прибор, он не способен создать высокую температуру в рассаднике. Именно поэтому мы хотя бы чуть-чуть в качестве аварийного отопления для поддержания температуры его и держим. В рассадник площадью 8 квадратных метров. Другого отопления я не придумал, какое пристроить. Поэтому здесь холодная температура. И вот все вот эти составляющие, мало солнца, повышенная влажность и низкая температура привели к тому, что наши пока только огурцы начали страдать, а огурцы одними из первых реагируют на неблагоприятные условия. За ними может последовать и другие растения тоже могут начать пропадать. Поэтому все мы их сейчас будем проливать. Лечить будем препаратом Энергодар. Это эффективный препарат против корневых, стеблевых гнилей. Аналог Привикура. Магникур Energy называется по-новому. Если не достанете Энергодар, то вполне можно использовать Привикур. При работе с любыми препаратами, конечно, лучше всего использовать какие-то средства защиты, хотя бы перчатки. Размешиваем это все. И проводим полив под корень. Конечно, очень желательно перед проведением этого лечебного полива просушить почву. Если есть возможность, то почву просушите. Даже я полью вот это пропавшее растение, но не для того, чтобы оно возродилось, а для того, чтобы уничтожить. Там точно есть возбудитель заболевания. Поэтому мы чуть-чуть так почву продезинфицируем. Точно так же поливаем кассету, чтобы стебель был намокший. Препараты эффективны
И с их помощью можно полностью уничтожить заболевание. Вот так проливаем. Ну и поливаем всю рассаду для того, чтобы задушить возбудителя этого заболевания. Через 1-2 дня после того, как подсохнет поверхность почвы в стакане, мы проводим ее обязательное рыхление, тем самым увеличивая искусственным образом испарение влаги из стакана. И через 7-10 дней проводим повторный лечебный полив. Хотя, если будет светить последующие дни солнце, почва в стаканах будет быстренько сама по себе просыхать, то есть уйдут условия возникновения этого заболевания, то повторный полив можно не проводить, именно лечебный. Нужно смотреть по ситуации. Возбудители этого заболевания есть практически в любой почве, только в каком количестве. Если в небольшом количестве нет условий для его бурного развития, то этот возбудитель не вредит растениям. Но если складываются условия для его бурного развития, тогда уже начинается вот эта проблема. Только уйдут условия его развития, сразу же и уйдет этот возбудитель. Но сейчас, если такое уже появилось, то такой полив провести необходимо для того, чтобы остановить распространение. На этом видео закончу. Будем продолжать лечение своей рассады дальше. Вам желаю всем здоровой рассады и всего самого хорошего. До свидания.